Друзья, всем привет! В это новогоднее время на канале у нас необычный гость, прекрасный гитарист, обалденный музыкант, интереснейший человек. Сомневаюсь, что в гитарной среде его кому-то нужно представлять. Виктор Смольский. Виктор, здравствуй. Привет, привет всем. С Как наступающим. Или Германии наступившим празднуют? уже. Да. Виктор, как в Германии празднуют Новый год? Готовят ли оливье? Как празднуешь ты этот праздник? Ты знаешь, здесь в основном Крисмас, как бы, да, с 24-го уже все гуляют. Новый год у них как бы так, ну, пострелять, там, ракетки позапускать. Так, не совсем как у нас. У нас все-таки все было на Новый год. И оливье, и подарки. Так что, в принципе, я придерживаюсь и тем традициям. То есть мы начинаем 24-го здесь по немецким традициям так все отмечать. И, естественно, на Новый год тоже встречаемся с друзьями и чисто по-нашему так даем оторваться. Отлично. Будем знать. Хорошо. Я готовился к интервью, специально пересмотрел кучу разных интервью. И вот сегодня даже досматривал длинное интервью какое-то. А, И уже так думаю, что еще спросить такого, что еще никто не спрашивал. На помощь Ингри Мальцин пришел со своим приколом. Оказалось, он запустил свою линейку протеиновых добавок. Цитирую. Когда я на сцене, нет места компромиссам, только точность, сила и страсть. И я принимаю эти добавки, чтобы оставаться на высоте вечер за вечером. Это не хайп, это топливо. Какие добавки, Виктор, принимаешь ты, чтобы на сцене выдавать бескомпромиссные точность, силу и страсть? Ну, чуть о Ингве. Мне приходилось с ним пересекаться, и даже особенно запомнился первый совместный концерт. Это было очень давно. Это, по-моему, был 95-й, по-моему, или 96-й год. Франкфуртская музыкальная выставка. Вот, я играл тогда с Майн Олиси, и прямо перед Ингви наше выступление было. Вот, и у него концерт не сложился, у него там очень много проблем было с аппаратурой. Вот, и на этой почве мы там как бы в бэкстейдже пересеклись с ним, и получилось пообщаться. Вот, а потом в Америке я встречался с ним на нам-шоу. Вот, и что меня всегда удивляло, и до сих пор просто я восхищаюсь уровнем его концертов. Потому что играть его материал очень непросто. И столько лет держать планку, это просто очень серьезный спорт. Потому что те записи, которые я слушал, которые он тогда прислал, по-моему, ему было лет 18, когда Майк Уорни прислал кассетку еще тогда. Вот. Э, Практически тот уровень вот у него и остался. То есть он тогда уже играл так же круто, как и сейчас. И несмотря на его годы держать эту энергию на сцене, причем это же не просто то, что он там выигрывает каждую нотку, а он на самом деле там экшен устраивает со всеми его шоу, крутить гитары, бегать, и кому-то это нравится, кому-то не нравится, как он на сцене там э, себя преподносит. Но это классное шоу, и это, в принципе, такое чуть-чуть, можно сказать, американский стиль, когда ты делаешь шоу, то есть специально придумываешь какие-то там ходы, позы, там на каком соло, куда выйти, где стать. То есть это все обговаривается со световиками, там, чтобы это красиво выглядело. Вот это чисто американское шоу, и это не так просто. Это не спонтанная какая-то такая просто энергия. Вот. Это все продумано, это все физически очень сложно. Вот. И все эти длинные туры, это выматывает очень сильно, и особенно выматывают все эти послеконцертные пати, которые иногда
приходится в них участвовать, потому что приходят важные люди, приходят промоутеры, там, компании записывающие, которые за все это платят, все это выпускают, с ними надо со всеми посидеть, поговорить, все они всегда очень хотят красиво погулять, поэтому в туре не так просто, как бы так вот взять и спрятаться, да, то есть нужно какой-то такой отчет благодарности сделать всем этим спонсорам, вот, и держать себя в форме очень сложно, и у Ингви это получается. Даже последние концерты, которые он, и вот я недавно, с этого года даже видел, да, отрывки, великолепно, великолепно. И я больше уверен, что он что-то там, наверное, какие-то протеиновские добавки берет. Почему нет? В принципе, это ж не какие-то там наркотики. Это более-менее есть какие-то нормальные витамины, которые помогают. И такой опыт был у меня, когда я раньше мотался по гастролям практически без остановки. У меня много лет получалось так, что я где-то, ну, по 9 месяцев в году в турне находился. Очень много лет. И умудрялся еще между этими концертами еще гоняться на гонках, еще куда-то ездить. То есть расписание было такое, дома практически была просто перепаковка, скажем так, чемоданов и все, и в путь. И вот благодаря тому, что я очень рано спортом занялся, мне повезло попасть, скажем так, в хорошие руки. У нас были хорошие такие физиотерапевты, которые там и в команде Red Bull тогда уже, Торо Россо еще они тогда назывались, эм, обслуживали гонщиков. И у них на самом деле были хорошие витаминчики. Витамин. Да, то есть это такая была смесь, там, как сейчас, допустим, продаются в бутылочках Отомол, такая смесь витаминов, которая, скажем так, передозировка, можно сказать. Если ты нормально питаешься и нормально живешь, то это стопроцентно передозировка, просто все это выходит. Но если чего-то не хватает, оно помогает. Поэтому оно держит в форме. И иногда вот в такие сложные туры мы всегда брали там упаковочку на месяц, просто каждый день пить, чтобы иммунная система получше работала. Вот. Раз мы уж завели речь про Ингвия, я просто вспомнил фрагмент из, можно сказать, далекого детства, когда я впервые увидел кассету. Там была сборка какой-то, ну, не неоклассики, а просто инструментальная музыка в рок-обработке. И там, наверное, было что-то из Блэкмора. Он там тоже делал инструментальные обработки. И в том числе была одна композиция Ингви, это была Trilogy Suite. И у меня были вот такие вот просто глаза, и я просто в шоке был от того, что, оказывается, на электрогитаре можно так играть. Такой вопрос. Повлиял ли на тебя Ингви, и пытался ли ты хоть раз в жизни сыграть Trilogy Suite? Подбирал ли? По-моему, да, подбирал. Это давно было, по детству. Вот. И, в принципе, нас многое объединяет с Ингви, потому что Ингви начинал знакомство с музыкой только с классической стороны. Он слушал практически только классику. Он не был таким гитаристом, который там пришел как-то через какой-то блюз, там, через какой-то рок, еще что-то. Он чисто такой классический музыкант был, и дома там звучала постоянно музыка типа Вивальди, типа такого, да, то есть все в эту сторону. Вот, поэтому у меня было похожее начало, потому что, естественно, тоже я все время слушал дома классическую музыку, и когда ты слушаешь, допустим, какой-то скрипичный концерт или виолончель, то есть все, что струнное такое, fretless, ты начинаешь запоминать эту вибрацию, ты начинаешь запоминать вот все эти подъезды, там, подтяжки, и ты начинаешь обращать внимание на вот это вот качание темпа, да, потому что в классике это
самое главное там, чтобы оркестр и исполнители, вообще вся эта музыка, чтобы она двигалась вместе, да, там все эти ретарданты, ускорения, остановки, вот, и это невозможно просчитать, это трудно запомнить, это на самом деле вот нужно как-то чувствовать, вот, поэтому для сольных исполнителей всегда очень важно было, чтобы они показывали правильно, да, а что тоже не просто, потому что многие музыканты, они вот даже просто Так вот называемый алфтакт, да? да, 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 даже просто, даже если мы про рокеров говорим, в конце песни там гитарист там пум, остановку просто показать, некоторым очень непросто, вот даже такой нюанс. То есть я думаю, что у Ингви у него развилось очень хорошо это ощущение вот правильные вибрации, красивые фразировки, как выстраивается мелодия и вот эта филигранная техника. И это очень помогло мне тоже, да. То есть, в принципе, я перенял очень много от виолончели. И потом, когда я уже где-то, ну, наверное, после 11 уже начал слушать рок-музыку и входить вот в эту ромную музыку, все равно вот это вот ощущение, когда ты вслушиваешься в аккомпанемент, когда ты очень четко слушаешь, а что делает барабанщик, а какая сбивка, какая-то может задержка, какой-то такой мелкий лейтбэк, там шаффл и какой-то грув, и поэтому я вот как-то с детства, когда начал на гитаре заниматься, никогда не занимался под метроном, а всегда старался заниматься под барабаны, потому что мне было важно не слышать четверти, вот эти вот метрономные, там бочка, сольник, скажем так, а я всегда вслушивался, что между. Вот hi-hat, когда там какие-то восьмые, или там какой-то триольный грув, то есть вот эти мелочи, перкашн такие, скажем, вокруг, вот это для меня очень То есть было, пульсацию, по да, большому. правильная пульсация, и вот это, наверное, пришло именно вот от вслушивания в оркестр, когда ты не какой-то инструмент слушаешь, а когда ты вот стараешься оцепить весь оркестр. Виктор, извини, перебью, чтобы не потерять мысль. Вот зацепили тему вот эту метроритма. И я просто вспоминаю, когда я впервые начал чувствовать дольность и квадратность музыки, вот это, ну, деление на 4, на 8 тактов. Это впервые ко мне пришло, когда я учился в колледже и в народном оркестре на балалайке играл. И только глядя в ноты, играя в оркестре, до меня начало доходить вот это вот ощущение квадратности музыки. Как у тебя это произошло? Ты не помнишь этот момент? Совершенно так же. То есть все это ощущение, оно приходит только в каком-то, ну, скажем, в какой-то группе, да, то есть музыкантов. То есть ощущение это поймать одному дома, занимаясь, очень сложно. То есть вот это вот, или это, если мы говорим об оркестре, или мы говорим о группе, то есть именно совместная игра дает тебе ощущение вот всего этого грува, всего ощущения, где заканчивается какая-то часть, когда там переходит там это там 12-тактовый, 16-тактовый там блюз или там какое-то удлинение какого-то брича там между куплетом и припевом. То есть вот это музыкальное ощущение квадратности или наоборот каких-то там кривых таких тактов. Это вот это именно когда ты слушаешь не только себя, а даже можно сказать еще и меньше себя, а больше вот то, что вокруг все происходит. Окружающих. Да, это вот именно игра вместе, это очень-очень-очень важно, и ощущение ритма должно исходить не как бы от себя, а ты должен так автоматически вот внешне это ощущать, да, чтобы ты вот некоторые учат ритм, какие-то определенные ритмы, там просто там
И когда ты вот просто ритм одиночно для себя учишь, он плохо запоминается, потому что ты не чувствуешь его в общей картине с чем-то еще. Поэтому всегда в любой ритм, там триольный какой-то, секстиольный, его нужно ощущать вместе с другим каким-то ритмом, то есть на фоне каких-то четвертей, как это слушается вместе, там, даже если просто вот там четверть одной рукой, а здесь, а другой раз, два, три, оли идут, а тут четверть. И запоминать надо не так вот просто, здесь триоли, раз, два, три, а тут четверти. Нет, надо запоминать, как оно слушается вместе. Как оно звучит вместе. И вот когда происходит эта стыковка, что эти триоли с одной стороны сращиваются в один групп вместе с четвертями, вот это начинается вот ощущение правильного ритма. Поэтому перкашн, все эти инструменты, и вот рояль очень сильно помогает, кстати, тоже, да, то есть игра, вот разные ритмы в разных руках, или просто стучать на перкашн. Я специально брал уроки у перкуссиониста очень крутого Нипиноя, который с Чикаре играл, там, ну, такой эм, фьюженовский перкуссионист. Я у него специально брал уроки, там все на меня, что ты, перкашн, зачем тебе это надо? И он меня поставил ритмически на другой уровень совершенно, потому что ощущение вот ритма в руках, правой и левой, стыковка, к этому я пришел вот именно через перкашн, когда начал просто вслушиваться, как работает грув такой-то с таким-то. Вот не отдельно учить, а именно вот сращивать их. Вот, поэтому, но это опять-таки, это вот именно приучать уши слушать, что вокруг, что происходит, быстро реагировать на изменения. Поэтому вот, когда импровизируют люди, вот эти все джемы такие, когда серьезные музыканты джемуют, сразу видно, когда они вместе играют и друг друга ловят ритмически. То есть, если гитарист какую-то фразу там начал играть, барабанщик, чик-чик-чик, сразу ее зацепил, акценты повторил. То есть, если кто-то пошел на какой-то другой грув, за ним сразу все. То есть, вот быстрое реагирование, слушание, что делают другие. Это... Хотел заметить, что это, наверное, возможно только в сыгранных коллективах. Если даже два крутых музыканта встречаются вместе, но никогда не играли, вот этой магии, скорее всего, не будет. Ты знаешь, бывает. То есть, это, в принципе, вот насколько ты приучаешь себя вот слушать и понимать, читать других. Да, вот эм, такое предвидение, что может быть. Вот иногда слушаешь музыку, и вот ты знаешь, что ты слушаешь первый раз, но ты на ощущениях можешь предположить, что сейчас будет. И это Как тяготение тоники в субдоминанту там, или доминанты да, в то есть тонику. ты можешь представить, наверное, сейчас будет так развиваться, а, наверное, так. Вот читать вперед, представлять, что будет, э, это тоже надо тренировать и Ну, учиться это этому. только Да, опыт. да, это опыт, поэтому вот, если говорить о классиках, там они приходили на концерты с партитурами, сидели на первых рядах и читали партитуры, чтобы они вот видели, не только слышали, но и видели всю эту аранжировку. Там пошла мелодия, тут пошел контрапункт, тут такой-то ритм, тут пауза. И когда ты видишь, ты начинаешь лучше представлять. Это вообще с ритмом, допустим, тоже. Когда ты увидел эту елку ритмическую, и ты понимаешь, что там в одной четверти там 4/16, и ты это один раз увидел, все, ты сразу понял и Структура. запомнил. Да, и с гармонией то же самое. Когда ты можешь себе представить, какие ноты в каком аккорде, тебе намного легче их сыграть. Виктор, такой вопрос. Вот ты меня наводишь постоянно на вопросы, я даже в свою шпаргалку не смотрю теперь. Ты жил в семье профессионального композитора,
И, возможно, знаешь ответ на этот вопрос, возможно, нет. Я как-то читал биографию Римского-Корсакова, и он о ком-то выражаясь сказал, что типа, ну как бы нормальный чувак, но техника композиторства страдает. Есть ли такой термин и что он вообще значит? Слышал ли ты о нем когда-нибудь? М, Это, скорее всего, к классической школе относится. Ты знаешь, вообще сравнивать можно и классиков, и джазменов, и рокеров, и, в принципе, очень много общего. Есть классики, которые просто тупо что-то копируют, как кавер-музыканты, да, которые просто всю жизнь играют что-то чужое. А вот у классиков тоже есть такое движение, что они вот чему-то научились, копируют там. Исполнители про оркестр я вообще молчу, они вообще играют чисто вот что стоит, они не думают сами ни о чем никогда. А если мы говорим о композиторах, то есть вот такие ремесленники, которые вот научились просто определенной теории и вот ей пользуются просто, да. А, а есть кто постоянно в поиске и что-то ищет, да. И естественно, что любой поиск, он опасен, потому что не всегда может получиться так, как хотелось, да, даже если мы говорим там о таких профессионалах, там, как Чайковский, там еще там такие мировые звезды, то у них тоже были времена, когда они просто вот, ну, ничего не могли сделать, там, знаешь, если вспомнить там, сколько, допустим, Чайковский, как долго он мучился над Щелкунчиком и не мог дописать, потому что ну, не приходили мысли никакие, вот, а потом благодаря его гастроли, там, как дирижер там, по Франции, там, он находил какие-то новые инструменты, которые его там на какие-то новые идеи там, толкали. Поэтому тут трудно сказать. Вот техники есть композиторы, которые великолепные. Вообще раньше композиторы, они были все великолепные исполнители и все практически дирижеры. Да? То есть они исполняли свою музыку, сами дирижировали. Вот, и многие из них были прекрасные технари, как пианисты. Вот. И, конечно, некоторые усугубляли этой техникой, да, то есть там начинались все эти этюды, да, то есть они начинали показывать свою технику, и музыкам становилась, наверное, может быть, где-то менее интересная, да. Вот. А были композиторы, допустим, если мы возьмем, ну, не знаю, пример какой-нибудь Альбинони, да, прекраснейшие, красивые там мелодии, но вот именно профессионализм по аранжировке оркестровой, может быть, чуть-чуть не хватало, поэтому некоторые произведения его не очень интересны. То есть есть очень красивые места, как мелодист, гармония красивейшая, это вообще красивейшая музыка, но вот профессионализма не хватало удержать на На длинное долгую дистанцию, расстояние. да? Да, и вот там уже, да, вот такие профессионалы, там, как Шостакович, там, или многие-многие другие, у них база была профессиональная такая мощная, что у них просто оркестр всегда звучал. А что значит А вот что он там будет аранжировка? играть, уже не важно, да? Да, то есть, знаешь, вот у классиков можно сравнить, допустим, если мы говорим сейчас о современной какой-то там рок-музыке, там продукции, э, аранжировка тогда оркестра была точно так же важна, как сейчас микс и мастеринг. Ты же можешь любую прекрасную идею похоронить плохим миксом и мастерингом. Если ты сведешь плохо, все это будет плохо звучать. Вот то же самое было раньше с оркестром. Как ты сделаешь аранжировку, как у тебя оркестр будет звучать вживую, все. Это уже было 50% успеха. Вот. И поэтому многие вот страдают именно хорошие музыканты с прекрасными идеями, они не могут сделать хороший микс, хороший мастеринг, и не могут вот из какой-то маленькой идеи сделать большой
звук такой, да, продакшн хороший. Это... Отлично. Так что тут надо баланс найти, да, технари, но без идей хороших Ну, тоже я скучно. надеюсь, ты хотя бы пролил свет на эту фразу. Она у меня просто крутилась в голове. Я как-то, ну, имеется образование, но я, например, не было у меня, допустим, возможности с композиторами пообщаться, поэтому мне вот этот момент очень интересен. Ты знаешь, я всегда всем говорю, что вот это вот элитное такое вот, знаешь, какое-то ощущение классики, это неправильно, потому что там огромное количество ужасных композиторов, огромное количество ужасных произведений, как бы их там ни называли, барокко, там это, там звезды, и у звезд было очень много слабых произведений. Даже если взять того же Баха, там такие есть скучные произведения, которые он просто писал для своих учеников, там пальцы разогреть. Поэтому не надо восхищаться всегда чисто вот только потому, что это классика, это должно быть Ну, в хорошо. принципе, Нет, все как и сейчас. С да, целого альбома да, тоже может быть всего лишь две-три песни нормальные, да? да. Поэтому тут это, знаешь, нет плохой музыки, нет плохого стиля, есть просто талантливые музыканты. Раз уж зашла тема на классическую музыку, для меня твой альбом Majesty and Passion с точки зрения переигрывания классики, в частности Баха, на мой взгляд, это просто учебное пособие по тому, как это нужно делать. Ну, это просто обалденный альбом, и я, в принципе, познакомился с твоим творчеством в целом по этому альбому. То есть я увидел концерт в Германии Rage с тобой, мне заинтересовало, что за гитарист такой. Это где-то 10-11 год примерно. И вот мне друг твой альбом подкинул. И я был просто в шоке уже тогда, как, в принципе, я тогда не очень много понимал, а сейчас, спустя время, когда я уже немножко понимаю в этом, я еще в большем шоке, потому что это просто, ну, на мой взгляд, колоссальная работа. Вопрос по этому поводу. Ты как-то говорил, что есть какие-то видео, где вы играете музыку с этого альбома, хоть и в плохом качестве. Есть надежда, что мы когда-нибудь эти видео увидим? Да, записи были, да, к сожалению, это было на фестивале в Лейпциге, э, одно из самых крупных выступлений с этой программы. Это было вот как раз на день рождения Баха, там его Баховский фестиваль в Лейпциге, где он жил, и вот тогда нас пригласили, и вот мы играли эту программу, и есть запись. Но дело в том, что это все время здесь борьба с правами, кому это принадлежит. Вот, если фестиваль организатор это снимает, естественно, это их права, они имеют право выкладывать, не выкладывать. Вот. У меня есть, конечно, копия, но это не так просто выпустить, потому что есть определенный срок тоже на все эти права. И вот, допустим, я выложил сейчас на своей странице свою старую школу, когда права уже освободились, и можно это вот так уже, скажем, всем свободно пользоваться этим. Поэтому вот некоторые концерты, к сожалению, э, сложно до них добраться и воспользоваться, потому что последние годы вообще творится кошмар в Германии. Не только в Германии, то, что компании все продаются, перекупаются, права лицензируются, все переходит в другие руки. Даже вот Nuclear Blast там уже продала очень много там своей музыки. То есть иногда даже трудно найти вообще концы, кому принадлежит что. И поэтому, да, если будет возможность у меня это как-то так э, показать, естественно, с удовольствием бы сделал, потому что сыграно на самом деле было здорово. Работа была проделана очень серьезная тогда. И этот альбом, конечно, ну, скажем так, именно стыковки классики и всего остального, это максимально, что я мог выжить. И это как раз было в то время, когда я много концертов с оркестром играл. У меня было много
там гастроли с оркестром, я и с Минским оркестром, и с немецким оркестром гастролировал, и принимал участие там в всяких фестивалях, и свое играл, и не свое играл. То есть э, был очень хороший опыт именно вот, работы с оркестром. И там, конечно, максимально я выложился, чтобы вот именно найти правильную грань, сыграть ну, оригинально, в то же время где-то, может быть, симпровизировать, где-то что-то добавить, но, скажем так, не испортить общую атмосферу. Да. Ну, было это очень интересно воспринимать, когда идет оригинальная тема баховская, а потом это все раз перетекает в какую-то джазовую, там, фанковую там штуку. Это просто, ну, это просто прикольно было на самом деле. Да, и с музыкантами было интересно очень, там все это в студии, процесс такой был, потому что записывалось очень многое вживую, и гости были классные, там, я помню, когда Ули Джон Рот там писал свое соло, там он 3 усилителя там сжег, когда он там AC30 там Vox старый использовал, а у него активная гитара со страшным выходом, то есть эти бедные усилители плавились просто. Вот, но там, скажем так, проделанная работа, это ну, никогда не окупится, потому что затраты именно вот по времени, по энергии, которые вложены вот в такие альбомы, это просто не оценить. Это вот, кстати, очень обидный момент. Я на эту тему, кстати, размышлял и даже хотел как бы спросить у тебя, насколько это корректно, некорректно, с точки зрения, так скажем, коммерции. На мой взгляд, это, наверное, ну, реально, наверное, не окупилось. Хотя обидно, что, ну, реально работа, ну, таких работ на самом деле единицы во всем мире. Дело в том, что очень трудно оценивать такие работы, да, потому что это работа на имя, да, то есть если мы берем какой-то определенный альбом по затратке времени в студии, естественно, деньги, которые ты получаешь за альбом, это, ну, непонятно, как посчитать все это потраченное время. И продажи инструментальной музыки, естественно, это не те продажи, которые там каких-то больших групп. Но, с другой стороны, на таких вот записях ты делаешь имя и зарабатываешь с другой стороны, да, то есть То есть не зря. приходит очень много работы. Да, то есть вот это то же самое, что как вот Majesty and Passion и Guitar Force, вот следующий сольный альбом, это сделали мне студийную базу такую, что, скажем так, посчитав вот ту работу, которую я получил годы после выпуска альбомов, это, конечно, окупается, потому что это ты создаешь какое-то имя, создаешь какой-то уровень, на котором ты работаешь, показываешь, что ты можешь, и благодаря этому приходит работа. То есть, ну, это другая работа. И я очень доволен, что именно так вот всегда бескомпромиссно в студиях пыхтел. И даже там взять альбомы Rage, когда я просто там, ну, по полгода один в студии сидел и сводил, и пересводил, и там еще что-то пробовал, там все уже в студии на меня косились, просто там мои коллеги приезжали, там, ну, сколько ты можешь тут сидеть, работать, все уже давно готово. Вот. А мне всегда хотелось довести именно до уровня, когда я сам себе говорил, вот, типа, лучше не могу. Вот, тогда останавливался. Вот. И честно скажу, что да, очень много времени потрачено было, которое совершенно мне никто не оплачивал. Я продюсировал все эти альбомы тогда практически просто как продюсер бесплатно, да, то есть я член группы был, понятно, мы там делили наши деньги, но вот за эту отдельную работу студии, которой я сидел и пыхтел, я ничего отдельно с этого не имел и делал просто из фанатизма.
Но сейчас очень рад, что именно так, потому что вот эта вот бескомпромиссность, она мне сделала такой фундамент очень серьезный по моей работе, и благодаря этому вот у меня работы достаточно. Сейчас, когда настало такое тяжелое время для музыкантов, когда уже какая-то борьба на выживание идет, и музыканты практически только с концертов зарабатывают. Вот этим качеством своей работы я создал себе очень хорошую студийную базу, которая совершенно хорошо меня поддерживает по жизни уже многие-многие годы, и я уже спокойно могу сам выбирать, что я хочу, что не хочу, ездить на гастроли, не ездить на гастроли. Вот, поэтому, когда не стыдно ни за одну сыгранную ноту, это очень классное ощущение такое. Согласен. Кстати, ну, я не знаю, как кому. Мне, например, с твоим участием все альбомы Rage нравятся. И там вот эти все разговоры, там, этот альбом такой, этот не такой. Честно, не знаю. Я настолько всеядный в музыке, что мне, например, ну, не знаю, что с оркестром, что без оркестра, что тяжелое, что не тяжелое. Если это качественно сделано, если там какая-то мысль есть, почему нет? Конечно, альбомы, они очень разные, и почему они были разные? Потому что именно вот на определенном каком-то этапе жизненном тебя что-то больше интересует, что-то меньше, да, там было у меня время, когда мне очень интересно было с оркестром работать, потом было время, когда мы э, гастролировали очень много, и, естественно, когда на гастролях, и ты попадаешь в эту атмосферу такую, ну, вот очень такую металлическую, когда ты ездишь по небольшим клубам, и вся эта атмосфера, потому что я вообще очень люблю, ну, такие вот тысячники клубы, да, не эти огромные фестивали, которые, конечно, очень круто, там сыграть какой-нибудь там Wacken Masters of Rock, это всегда весело, потом посмотреть на всю эту массу людей, это все, конечно, здорово, но по вот энергетике мне всегда нравились вот до 1000, потому что потом ты уже как бы теряешь контакт. И когда ты вот в такую, особенно там какая-нибудь там Бразилия, Аргентина, когда ты там катаешься, там такой угар идет на концерте просто, это вообще там То так есть это народ едет. правда про фанатов их, да? Да, там просто вообще, ну, состояние такое, это там адреналин просто на таком уровне, пульс на таком уровне, что ты там 2 часа этих просто пролетает как 2 минуты. На И раз. да, это ощущение сбега. И, естественно, ты, вот это тебя тоже затягивает, то есть ты втягиваешься в какую-то такую агрессивную энергию, где у тебя такие же мысли приходят. Поэтому есть альбомы, там, допустим, ну, не знаю, там, Carlton Stone или 21, который такой мощный. Вот как раз это вот в зависимости, что мы делали до этого, что после, да, какая атмосфера. Поэтому мне всегда нравилось что-то новое пробовать, потому что это очень интересно, да. То есть постоянно играть одно и то же. Есть смысл там для продаж, может быть, для коммерции есть смысл, когда у тебя постоянно узнаваемый один и тот же стиль, звук, все одно и то же, то есть народ знает, чего ждать, и есть свои плюсы, но и есть огромные минусы. Музыкантам становится неинтересно играть одно и то же все время, да, то есть и ты затягиваешься в такую рутину, когда у тебя начинает напоминать работу просто, да. Да, абсолютно. Э, Те, кто играл в И, кавербендах, тебя поймут. да, и да, и даже посмотри на любую группу, которая гастролирует очень долго, они, скажем так, ну, если у них там 2 года тур, или как у Металлики, там, по-моему, первый тур был 3,5 года, там они катались без остановки. Всегда видно, что к концу тура группа начинает потихоньку разваливаться. То есть уровень начинает падать, да, то есть уже техника меняется, все становится грязней,
вся эта усталость накладывается, уже песни играют все автоматически. То есть такой какой-то кайф пропадает, и иногда даже пропадает интерес к тому, что ты делаешь, и поэтому монотонность такая, не знаю, для многих моих знакомых это не самый лучший вариант. Немножко сменим тему. Я как-то в каком-то интервью или стриме где-то видел. Ты рассказывал, что у тебя в детстве, ну или когда ты там начинал, наверное, уже не совсем детство было, да? Подростком, наверное, был. Был самодельный маршал. И я вспомнил, когда я начинал, мне мой друг продал самодельный маршал, вернее, поменялся. Я ему акустику, он мне свой этот маршал самодельный. И у меня подозрение, а не одного ли это все так скажем, поля ягоды эти маршалы были? Ты не помнишь, в оконечнике, это ламповый аппарат был? Это да, это был ламповый, но в принципе тогда их было немало. Было много-много копий. э, В Трудно оконечнике сказать там. было две похожие на 34 ельки, да? Ну, большие. Да, 50-ваттный да, он был, да. нет? Да, да. Там, ты знаешь, мы их меняли тоже, да, то есть они часто приезжали там из Сочи, из Ялты, и минские ребята делали, и там было много вариантов, и часто иногда по ручкам можно было отличить, и по панели там кто-то лучше делал, кто-то хуже. Я просто к тому, что у меня такой же усилитель, ну, видимо, из той же оперы был. Это было просто что-то с Да, и мы чем-то. экспериментировали там тоже, и тюнинги делали всякие там, и гитару потом я тоже под Ибанесик и сделали копию мне. То есть там, ну, из-за того, что ничего не было, начинали крутить, что можно. Что можно. Вот, и в принципе, честно сказать, взять маршала, которые сейчас, если ты поговоришь со Слэшем там или еще с кем-то, кто Зак Уайлд или кто там на маршалах играет, они все тюнинговые, то есть никто не играет на обычных стандартных. Все маршала эти подделаны мастерами под правильный звук. Вот у меня, Вот. кстати, Сатрианевский стоит маршал, и это он на базе 410-го GVM. И вот я, кстати, сравнивал их ну, Сатрианевский и серийник, реально отличаются. То есть Да, абсолютно да. другой звук. Ты знаешь, мне тоже вот тогда повезло пообщаться с Джим Маршалом. Ну, то есть, последние годы он очень был разговорчив, приезжал часто во Франкфурт, вот, и я с ним так не один вечерок посидел. Ничего себе. Порассказывал мне все истории. Потом его дочка как бы взяла бизнес на себя, эм, чем сильно испортила. Все. Вот. Но дядька был очень интересный, очень добрый, и очень интересный. И вообще его взгляд на всю эту э, на весь музыкальный мир вообще очень рассказывал мне По истории, с кем он. ощущениям, он все-таки любил музыку или не очень? Да, он был фанат, э, в принципе, не зря такой огромный концерн вырос, да, то есть все там, и Лес Пол, и все эти фанатики, там, Том Шольц, все эти ребята, они все были фанатики, вот. Том Шольца я тоже очень любил и даже играл на его педальках. Там очень интересно было все эти маленькие реки, которые он делал. Вот. Э, Это все такие были фанатики старой школы. Они на самом деле любили рок-н-ролл, им было очень интересно все. Подскажи, раз уж тема зашла на тему оборудования, крайний альбом Guitar Force с точки зрения технической записи гитары, как ты делал? Это по старинке кабинет, микрофон или все-таки прибегал уже к каким-то современным штукам? А, Прибегал именно для дополнительной краски. То есть обычно это самый стандартный вариант. Там старая школа, колонка, 57-й Шур,
И, в принципе, все очень просто. Мой усилитель, который уже лет 12 просто в студии стоит. Вот. И чтобы добавить ам, какие-то новые краски, я ам, использовал CapLoader, то есть из усилителя шел в CapLoader, там делал новые отстройки, и для Подгружал новые каких-то... импульсы, да? Да, да, то есть там добавлял именно, когда много, потому что на Guitar Force очень много таких глубоких аранжировок, да, то есть много голосоведения, очень много, и чтобы вот не сливалось это все. Я это подсмотрел тогда у Брайан Мэй, когда Брайан Мэй тоже посчастливилось мне с ним пересечься. И вот мне всегда было интересно, когда он многоголосие делал, как он вот совмещал это многоголосие, чтобы все голоса слышны были, да, потому что когда ты играешь одним звуком там 3 раза, аккорд выстраиваешь, то уже трудно разобрать нюансы какие-то, начинается уже каша, вот, а у него всегда очень чистенько все это получалось. И вот он мне рассказал, да, вот тут меняется там частотку, тут меняю датчик там на этом голосе, на нижнем так, на верхнем так, такие нюансики так рассказал. И вот это я запомнил потом. И вот то же самое делал, когда у меня там бывает мелодия там по 3-4 голосоведения. Я вот начинал на кэплоудере менять просто микрофоны, менять лампы там на L6L или 3 четверки L там. Вот, то есть, чтобы именно краску какую-то свою сделать, то есть, чтобы выстроить туннель. То есть, не всегда громче, тише, а именно вот этот вот туннель вглубь. Вот это очень сложно выстроить. И это Ты его частоткой выстраиваешь или реверберацией как-то добиваешься? нет, оно вместе, да, то есть, во-первых, частотка, а во-вторых, быстрота звука, да, то есть, когда ты микрофон потихоньку на расстояние уводишь, у тебя пропадает четкость. И Мгм. эта четкость как раз и делает этот эффект, то, что у тебя вот Что появляется оно уходит туннель. назад, да? Да, то есть какая-то нота очень быстрая впереди, а какая-то уже есть какая-то мелкая, там пару миллисекунд задержка, хотя, ну, там до, не знаю, 4 ничего мы не слышим. Конечно. Вот. А потом там уже начинается. И вот я пробовал именно как раз вот частоткой заглушать звук и удалять. Да, и вот он как бы сам по себе удаляется, и этот туннель сделать, я считаю, что на Guitar Force у меня получилось, потому что там очень сложные аранжировки, иногда очень плотность сильная, и в то же время все равно слышно все мелочи, все нюансы. Вот Ну, такая работа была раз очень такая сложная. тема зашла, может, кому-то поможет. А микрофоны какие использовал тогда, если живой кабинет? 57-й и Смотри, то все? есть 57-й это у меня постоянка, а все остальное потом начинается подставляться в зависимости, что ты играешь, в каком диапазоне, какая аранжировка. Начинается там с синхайзеров, там. То есть потом я уже не напрягаюсь. Потом я просто вот ставлю и слушаю. И старые, новые, там, мне уже все равно просто. Я уже просто начинаю подмешивать, и у микрофонов очень часто такой эффект, что какие-то микрофоны работают, допустим, на нижних э, частотах лучше, там, если какие-то кварты, квинты нижние играешь, этот микрофон лучше, начинаешь играть аккорды, там какие-то, читаемость. Потом, в зависимости от мембраны, насколько громко ты играешь, насколько быстро начинает мембрана у микрофона прилипать просто, да, то есть динамика пропадает. Поэтому очень важно для каждого микрофона найти правильную громкость. Если ты играешь тихо, динамик не колышется, и, в принципе, давления никакого на мембрану нет, и динамики нет. Если ты слишком громко делаешь колонку, просто мембрана прилипает, и все, тоже динамики нет.
Вот, поэтому вот найти правильное такое ощущение, да, когда ты слушаешь и понимаешь, уже идет компрессор-эффект, а вот тут еще динамика осталась, да, вот. Тише слишком сделал, чувствуешь, напора нет, да, то есть не толкается из колонки ничего. Вот, поэтому это такая очень работа поиска, и повторить это очень сложно. Это все зависит, опять-таки, от тональности, да, то есть ты уходишь из ми в ре, и все, и звук поменялся. Берешь там какую-то гитару, активную, пассивную, все поменялось, да. Это работает с этим микрофоном, это нет. Поэтому Guitar Force, это процесс был очень жестокий для меня, очень. Это просто мне повезло, что потихоньку я уже какую-то домашнюю студию такую сделал, где я сидел спокойно, работал месяцами. И благодаря всей этой короне там и всем этим проблемам другим было время спокойно посидеть там, как-то покрутить. Вот. И, естественно, в какой-то дорогой студии, когда ты приходишь и платишь большие деньги, заниматься такими экспериментами, это Виктор, нереально. а скажи, вот такой последний вопрос на эту тему. Кабинет с тобой в одной комнате или выносил? Нет, всегда в другой. Всегда в другой. То есть Да. ты слышишь из мониторов звук гитары, да? Слушаю из монитора, да. Есть некоторые соло, когда я в наушниках играю в комнате, где колонка. Но это исключение. Это исключение, когда мне нужно словить Фидбэк? натуральный фидбэк. Фидбэк натуральный. Это э, очень редко, но бывает такое исключение. В основном это игра в студии, колонка где-то стоит, причем заглушка колонки у меня тоже старой школы. Такие эти спальные матрасы такие вокруг обложены, все, заглушка такая стоит. Я это подсмотрел у Чарли Баванфайда тогда, когда мы начали с ним работать с Rage. Он тоже там все эти спальники там в студию приволок. Я так посмотрел, кто у нас там спать собирается. А это он обкладывал все колонки вокруг. И прекрасно работает. То есть намного лучше, чем вся эта студийная изоляция. Мгм. Ну, тяжелый Вот. матрас – это тяжелый матрас. У меня такой стоял в комнате. Реально Да, да, звук да. улучшает. Да, то есть вот такие вот нюансики, которые там. Вот. Потом я там робота брал микрофонного, который, стойка робот, который запоминает положение, да. То есть он ездил там, Мгм. потому что если ты Удобная штука. рукой сдвинул, никогда на место не поставишь. То есть если ты что-то нашел и вот чуть-чуть сдвинул, все, начинаешь с нуля. Ну, поэтому робот это, конечно, хорошо, особенно в такой длинной какой-то продакшн, где тебе нужно вернуться, может быть, потом с 8-й песни на 2-ю, это уже нереально без. Подскажи, немножко сменим тему тогда уже. Есть такой жанр, называется русский рок. Там, где акцент смещен сильно на текст. В западной, так скажем, культуре точно так же или все-таки люди больше слушают музыку? Как на твой взгляд? Я думаю, что, наверное, больше слушают музыку, потому что, разбираясь в текстах некоторых хитов, и когда начинаешь понимать, что за бред там, думаю, что многие не задумываются, что за бред там поется. Вот. Потому что очень много идиотских текстов, тупых, глупых, и все равно песни хиты. Да, то есть есть, конечно, всегда люди, которые вслушиваются в текст, но честно скажу, что Европа не так хорошо владеет каким-нибудь американским сленгом, чтобы понимать весь этот сленг. Вот, поэтому, да, допустим, если взять Рамштайн, конечно, все дико вслушиваются в текст,
Потому что там тексты очень круто на самом деле сделаны, да, там очень, очень грамотно все, вся подборка слов и, ну, очень грамотно все делается. Вот. Раз мы уж зашли на тему текстов, давай немножко к теме альманаха перейдем. И я вот немножко начал анализировать эту тему, и до меня, наверное, дошло, почему название альманах. Все-таки, наверное, у тебя... Ты, наверное, любишь истории, я так понял, да? Да, да, это всегда очень интересно, да. Я, в принципе, очень люблю путешествовать и путешествовал очень много. И особенно, когда вот появилась возможность кататься по миру, я, конечно, объездил вообще все, что только может там. Э, Пару мест в Африке осталось, где я не был, и, наверное, и не хочу туда. Но очень интересно было всегда кататься, и всегда это как-то связывал с историей и копал. Вот. И даже, в принципе, идея с царем тоже, потому что меня нервировало, что здесь очень народ плохо знает нашу историю, скажем так, бывшего Советского Союза. Вот. Поэтому я их подтолкнул на эту тему. Я говорю, там я им вот пару тем предложил, там пару книг предложил почитать, посмотреть и заинтересовал так, чтобы Ну, то вокалиста есть у написать. тебя соавтор был по текстам кто-то, да? Да-да, нет, тексты я, в принципе, сам никогда не пишу. Одно исключение было у меня. Один раз я написал текст там для одной группы, которую я продюсировал. Просто мне интересно было вообще, как вот такое делать. Но текст я писать не могу. Во-первых, я не владею настолько языком, чтобы это все было, ну, идеально грамотно. Вот, поэтому я всегда просто какие-то идеи приносил, да, то есть какие-то темы, идеи, и потом всегда отдавал вокалистам писать тексты, потому что я считаю, что это все-таки правильно, потому что вокалисты должны сами писать тексты, чтобы им удобно было петь, чтобы они подбирали правильные слова, не только слова, а буквы, там на «и» петь какую-то высокую ноту, ну, дико неудобно. Поэтому они всегда подстроиться сами лучше могут. Поэтому всегда писали вокалистам, да. И давай вот добьем эту ж тему, наверное, так. Мне почему-то стало интересно вдруг. Я никогда не обращаю внимания на текст в музыке. Для меня это реально тоже второстепенно. Я считаю, что музыка это вполне себе полноценный жанр, там не нужны стихи. Скажи, так все-таки царь этот, он хороший или плохой в этой концепции оказался? Ты знаешь, Не совсем понятно. тут трудно сказать, потому что восприятие у немцев и англичан нашей истории очень перевернуто. Вообще все переводы, они очень неточные. И поэтому им понять правильно ситуацию практически невозможно, потому что то, что они читают, это все очень, скажем так, вывернуто наизнанку, и им добраться до истины практически невозможно. Вот, поэтому у нас постоянно были дискуссии такие, это так, это не так, я им говорю, это так, а они говорят, а вот с нашей стороны это так. Поэтому мы, в принципе, там и точку никакую не поставили, хороший, плохой, а, в принципе, остановились на том, что просто о чем-то рассказываем, и каждый сам себе решает. Но Вот, то все-таки есть, ты автор идеи, и твоя идея какая? То есть что ты хотел смотри, этим сказать? ты знаешь, моя идея заинтересовать народ читать об истории. То есть я как бы никогда не хочу выглядеть как вот я считаю так, и вот так вот правильно. Вот так оно и есть. Потому что историю так вот с одной стороны очень сложно как-то преподнести, потому что о чем бы мы ни говорили, с каждой стороны свой взгляд.
То есть ни в какой разборке нет ни виновного и виновного, то есть у каждого у каждого свой взгляд на это. Поэтому я просто считаю, что если кого-то интересует, человек, вот, пожалуйста, вам информация для размышления. Если вам интересно, почитайте, посмотрите. Вот. Ну, я, насколько Потому помню, что даже из нашей постсоветской историографии, так скажем, ну, школьного курса, я что-то там смутно помню, даже у нас этот персонаж, он никогда не ассоциировался с каким-то там белым и пушистым царьком, он был довольно, описывался жестким чуваком и довольно, так скажем, непривлекательным персонажем был. смотри, я думаю, что в то время нереально быть таким пушистым. То есть вообще во все времена невозможно угодить всем. Нереально. Понимаешь, мы не можем мир сделать таким, чтобы нравилось всем. Ты сделаешь хорошо для бедных, тебя будет не любить богатые. Ты сделаешь какие-то скидки богатым, тебя будет не любить бедные. То есть выровнять невозможно. Э, Плюс то, что как выровнять интеллигенцию. Ну, вот, ну, есть люди образованные, есть необразованные. Они никогда не будут одинаково думать и понимать вещи. То есть быть добрым для всех и сделать правильно для всех, и так кому вот угодить всем, чтобы всем хорошо было, просто невозможно. Просто невозможно. Вот, поэтому тут, знаешь, просто мне всегда хочется, чтобы люди, когда о чем-то думают, о чем-то интересуются, не смотрели это с одной стороны все время на это, чтобы они подумали, а как это выглядит с другой стороны, как, э, какую информацию можно получить там. Понимаешь, вот я, живя здесь, в принципе, чувствую себя как бы человеком мира. У меня ученики со всего мира. То есть это может быть и канадцы, и Сингапур, и откуда только народ не выходит. И мне очень интересно общаться со всем миром. И я получаю столько информации, что мне телевизор включать вообще не нужно, новости посмотреть. Они мне рассказывают, видя из окна. Вот, поэтому очень интересно вот мнение людей о одной и той же ситуации, именно вот их взгляд. Да? И очень трудно вот поставить точку и сказать, вот так вот правильно, и вот так нужно делать. Поэтому О чем альбом Kingslayer по текстовой нагрузке? Там только про царей-убийцев? Убийцев? ну, основная цель, да, это как бы показать тоже вот эту вот борьбу снизу наверх, да, и с другой стороны, понимаешь, эта вся агрессия, она же вызывается определенными действиями, да, то есть э, что-то делаем мы не так, раз появляется агрессия. Вот, поэтому это тоже такая своеобразная история. Э, Проследить, вот понятно, это конечный результат, а что к этому привело, да. Вот, поэтому пытаться разобраться, а откуда ноги растут. У меня просто возникла еще одна мысль на эту тему, когда я начал интересоваться текстами твоими, вернее, группой «Альманак». Не было ли у тебя желания каких-то параллелей с современностью провести? Ты знаешь, оно всегда параллельно, потому что вообще история практически не меняется. То есть, к сожалению, человек не учится на ошибках, совершенно никак не учится на ошибках. И это цикл, который постоянно повторяется. Понимаешь, э, все эти войны, все эти разборки, все борьба за какое-то владение там территориальное, денежное,
власть. То есть эта борьба за власть, она как была, так и осталась. И это настолько заложено в нас всех, что оно не меняется. Поэтому вся история это настоящее и будущее. Вот. И как бы, как бы народ не умнел и думал, что да, вот мы столько уже знаем, вот эти ошибки повторять не будем, мы повторяем их точно так же. То есть неважно, на чем вы ездите, на лошади или на Феррари, проблемы у вас одни и те же, да? Совершенно, да. То есть это, к сожалению, да. То есть это, знаешь, это когда здесь начинают удивляться, почему столько гостей из Африки сейчас тут в Европе. Ну, можно не удивляться, потому что точно так же, я думаю, они тогда смотрели на все эти испанские и английские колонии у себя тогда и думали тоже, в какой стати они тут у нас тут командуют. Вот, поэтому все эти колонии, это все сейчас идет ответка просто, да. О чем тогда третий альбом? Там совсем непонятно. Ну, там чуть-чуть другая тема. Rush of Tears это чуть адреналине такой, который чуть-чуть, может быть, где-то связан с моими гонками. Оттуда пошла эта тема, вот, потому что последние годы я гонялся и тоже повстречал огромное количество звезд, спортивных звезд, и вот эта вот гоночная серия, где я участвую, это Golden Era называется, это как раз вот старое поколение гонщиков, которые, наверное, застало это вот это опасное время гонок, когда практически на каждой гонке кто-то погибал. Вот, и об этом вот часто мне рассказывали, там, Найджел Мэнсел, там, все эти Формула-1 гонщики, которые тогда просто, ну, каждый год по 3, по 4 лучших друга теряли просто на гонках. И это атмосфера этого адреналина, когда ты знаешь, что, да, вот на этой гонке кто-то не доедет, и вот определенное это чувство такое, этот страх, смесь, ощущение быть каким-то героем, что-то рисковать, и в то же время ты понимаешь, что это ощущение тебе нужно, да, то есть это уже такая, как какой-то своеобразный наркотик такой, да, вот. И да, было похожее ощущение и у меня, потому что я в своей жизни очень много риска сделал. Сейчас, наверное, чуть успокоился уже с возрастом. Но раньше очень много рисковал, да, то есть я занимался и летал на самолетах, на спортивных, все эти гонки, там, на катерах спортивных, то есть прыгал с парашюта очень много, и всякие вертолеты, и чего только, и в горах лазил. То есть очень-очень-очень много таких рискованных вещей делал, и мне это было очень как-то в кайф, было дико интересно именно вот прочувствовать это лимит мой такой и держать под контролем вот эту вот грань такой, да. Вот. Можно тебя спросить один интересный момент? Я просто М, был в ДТП, переворачивался на крышу, в кювет ушел. И, так скажем, вот этот момент, когда у тебя вся жизнь перед глазами пробегает, но там есть одна побочка. Ты себя как будто бы начинаешь чувствовать живым в этот момент. Что-то об так этом оно ты и имеешь есть. в виду или нет? Так оно и есть, да. То есть ты ощущаешь вот на грани, ты ощущаешь вот кайф именно жизни, да, то есть это ты начинаешь это ценить. То есть можешь насладиться небом, деревьями и цветочками, да? Ты
и до, и после, когда ты вот прочувствовал эту грань, ты совершенно по-другому на жизнь смотришь, да, то есть ты начинаешь ее ценить намного больше, да, вот, и это, ну, знаешь, когда какой-то подарок, который ты выиграл в лотерею, ты его особо не ценишь, да, все, что бесплатно, оно не ценится, поэтому, когда ты э, тренируешься, рискуешь, что-то делаешь такое на грани и на самом деле серьезно к этому подходишь и учишься владеть этим, и у тебя получается, ты на самом деле понимаешь, вот это удовольствие от жизни получаешь намного больше, да, то есть эм, все эти гонки, это для меня огромнейший ресет просто всего, перезагрузка, да, всего этого накала по жизни, там, и бывает и позитивный, и негативный, вот, и весь этот спорт, который очень серьезно так развился, у меня там, ну, уже 30 лет я гоняю, и много успехов, и подписывал профессиональные контракты, которые уже меня уже настолько, они были настолько профессиональные, что уже начинали отвлекать от музыки. Вот. И сейчас большая команда у меня. Команда То есть это Porsche, по-моему, тебе предлагала уйти из музыки, насколько я знаю. 2 года я гонял за Porsche команду, и Формула Ford было, то есть много. И раллийные были серьезные проекты. Вот сейчас своя команда у меня. Я в прошлом году выиграл чемпионат Германии, в этом году второй, что сильно меня расстроило, потому что был на грани выигрыша. Вот, но техника подводит иногда. Да, это очень серьезный уровень, очень профессиональный, держит в прекрасной форме. И я научился вот ценить жизнь, радоваться ей и делать ее максимально интересной, да, то есть это такой баланс, который я нашел для себя. Во-первых, семья, сын, который меня просто радует и очень сильно изменил мою жизнь. И вот, скажем так, все эти хобби, которые я нашел для себя в жизни, это очень важно, потому что я сделал какую-то свою жизнь счастливой, и это очень сильно помогает в музыке. То есть я думаю, что можно чуть-чуть истощиться, если ты только в одном что-то вот 24 часа сидишь, занимаешься, и просто вот весь мир у тебя только гитара, и можно от этого устать. Ну, это логично с точки зрения физиологии. Мы все-таки как вид, там, сегодня грибочки собираем, завтра зайчика убили, послезавтра рыбку выловили. То есть такая смена деятельности какая-то постоянно идет. Да, и самое главное, чтобы она такая позитивная была, чтобы мне повезло то, что мне не нужно было там что-то делать, что я не хотел. Я всегда занимался тем, что мне нравилось, и то, что я хотел, да, то есть у Извини, меня была перебью, возможность. чтобы это не пересеклось следующим вопросом. В интервью Галицкому Юрию тебе задали вопрос, какие музыканты на тебя повлияли. Ответ – твой отец, также ты упомянул Грега Хофа и Алана Холсворда, причем подчеркнута важность бескомпромиссности их подхода к музыке, в выборе репертуара, качеству исполнения, не боязни искать свой путь. Что для тебя вот эта бескомпромиссность музыки, и считаешь ли ты, что по жизни эта бескомпромиссность, она также важна? Ты знаешь, да, в принципе, я вот этому, наверное, сначала у отца научился, потому что он в то время быть одним из ведущих композиторов в Беларуси, понятно, что к нему приходили заказы государственные, которые, может быть, не совсем ему нравились. Вот. И он отказывался. И когда он за что-то брался, он именно делал так, как он это хотел, тоже бескомпромиссно. Вот. И он всегда доводил до конца свои проекты, когда, допустим, он ставил оперу, он всегда был на репетициях, он работал с либретто, он работал с постановщиками, он ходил на все репетиции, смотрел, как
продвигается там процесс. Вот, то есть ему очень важно было вот как-то бескомпромиссно работать. И он очень серьезно подходил к работам своих учеников. Я помню, когда домой приходили ученики, что-то там на экзамен нужно было быстро сделать, и он там Ни в какую. очень не согласен был со всеми этими компромиссами. Вот, поэтому я тогда понял, что да, то есть если хочется добиться успеха, нужно так доводить до Ну, это конца, что такая старая задумался. школа, это люди старой закалки. Я вот с такими преподавателями в колледже сталкивался. Они были очень принципиальными, и для них не был важен финансовый вопрос. Они болели за идею. Да, да, но это, скажем так, это определенная организованность, да, то есть если мы говорим о людях, которые с характером и организованы, они часто добивались успеха. И в спорте то же самое, то есть определенная организованность, все эти тяжелые тренировки, они все-таки быстрее приводят к успеху. Э, То, что касается игры на гитаре и музыки. Почему вот мы узнаем таких, там, как Грега, там, или Алан Холсворс, там, или э, Джефф Бека, там, или еще каких-то там гитаристов? Мы узнаем их, потому что они не пытались подстроиться под какую-то волну современную, там. Они вот бескомпромиссно свой стиль делали. Причем э, у многих складывалось не очень хорошо, Вот да, это такой и болезненный вопрос, что такие люди, которые положили жизнь, так скажем, на служение какому-то делу, по итогу не всегда были, так скажем, ну, по жизни обеспечены, например, или вот что-то в этом роде. естественно, то есть каждый выбирает какой-то свой путь, кому-то нравится красиво жить, кому-то нравится там сделать имя и гордиться им. То есть, естественно, это очень тяжело посоветовать, как правильно, потому что, скажем так, хорошо жить нравится всем. И не зарабатывая на музыке, заниматься ей очень тяжело. Надо с чего-то жить. А когда ты начинаешь уже делать компромисс, что ты начинаешь зарабатывать чем-то другим, у тебя просто не остается времени заниматься гитарой. Ну вот, и баланс правильно найти тяжело. Поэтому я всегда советовал своим ученикам стараться не делать что-то одно, потому что это одно может не получиться. Делать разные проекты, делать группу, делать сольный проект, быть студийным музыкантом, что угодно, если опыт позволяет и чем-то ты можешь помочь ученикам, можно и преподавать, можно эм, делать аранжировки. То есть можно много чего найти, скажем так, не изменяя самому себе. То есть если пойти просто заниматься бизнесом, там, продавать какие-нибудь компьютеры, а в оставшееся время заниматься гитарой, будет тяжело, потому что постоянно перестраиваешься с работы на музыку. А когда ты в сфере музыкальной, но у тебя разные, допустим, вот работа с производителями. Я всегда любил работать с производителями. То есть я какие-то идеи предлагал для усилителей, для гитар, для каких-то шнуров, там эффекты. Мне это очень интересно. Одновременно это приносит доход. Ты получаешь там темы от своих идей, ты делаешь проекты. У меня есть, допустим, фирма KSA Music, которая занимается дистрибьюцией разных продуктов. Из-за того, что, в принципе, знакомств много и в магазинах, и на всех выставках. Все эти знакомства помогают обмениваться какими-то товарами. То есть нужно искать пути, как зарабатывать деньги, искать пути,
какие-то искать новых знакомых, которые тебе помогут развиться как музыкант. Но ты в сфере музыкальной, поэтому ты как бы не изменяешь сам себе. И да, 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 у некоторых не получилось найти разных путей, потому что, ну, для этого нужно все-таки, наверное, по-другому думать, интересоваться чем-то, чему-то учиться, даже учиться просто подписывать контракты. Некоторые подписывают какие-то идиотские контракты, потом всю жизнь мучаются. Чтобы тебя не обманули, тебе нужно, наверное, Вникать. Мгм. чтобы кто-то помог тебе в этом разобраться, чтобы ты научился. Вот. Много компаний здесь в Германии, скажем так, им не всегда приятно было со мной общаться, потому что я просто знал все их уловки. И когда мы подписывали контракты на альбомы, они сильно расстраивались, когда я предлагал им поменять пару пунктов. Вот. Поэтому, да, Но это надо. соглашались? Да. Ну да, компромисс, конечно. Ну, это самое лучшее, когда ты приходишь к компромиссу, когда всем выгодно, да, то есть это самое лучшее условие. Когда тебя обдурят, и ты понял, что тебя обдурили, желания дальше работать нет, да. А примеров таких на самом деле много. Да. Вот, да, поэтому тут и сейчас становится все сложнее и сложнее, продаж альбомов становится все меньше, и становится все больше, скажем, людей, которые там пытаются на YouTube еще где-то как-то там раскрутиться. Все это нормально и легально, то есть если есть возможность как-то там на своем канале сделать хорошую рекламу, с этого зарабатывать, ради бога это. Но опять-таки, кому-то нравится там 3 раза в неделю выходить, делать репортажи и рассказывать обо всем. Кому-то нет, да, кто-то более замкнутый, кто-то открытый, кто-то клоун, кто-то нет. Вот, поэтому нужно найти свой какой-то стиль такой, чем ты можешь как бы себя обеспечить и э, ну, найти правильных музыкантов, с которыми работать, да, быть активным. Многие сидят дома, ничего не делают и стонут, как все плохо. Ну, сидеть и ничего не делать и стонать можно долго и упорно. Это никак не поможет, да. Нужно постоянно активничать и искать, 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 и работать, работать, работать. Это Ну, отлично, что это из твоих уст выходит, так что, ребята, все, так скажем, прислушиваемся, в том числе и я. Ты знаешь, вот как я отношусь ко всем этим волнам. То есть, допустим, есть времена, когда, ну, вот просто катит все, да, все очень хорошо. Ну, я приехал, наверное, в Германию, когда это было одно из, наверное, лучших времен. 80-е и 90-е это был взлет музыки, тут было много компаний, которые поддерживали. Потом были падения, потом опять что-то, потом продажи там пластинок пропали, потом они опять вдруг появились. То есть постоянно все вот так вот. Лучше, хуже, лучше, хуже. Я всегда говорю, если в данный момент все плохо, и вот какая-нибудь там очередная корона, там еще что-то там, когда ну вот просто вот плохо сейчас на данный момент, в зависимости, в разных странах свои проблемы, но бывает, что все вот просто плохо. Я всегда говорю, что после того, как плохо, всегда будет хорошо, потому что это вот всегда так. Все меняется, было плохо, А значит, я начал, знаешь, может какой момент замечать? Когда плохо, вот ты этот момент запомни, и ты будешь его потом вспоминать и думать, как же было хорошо тогда. Дело в том, что вот такие все плохие времена, когда вот на данный момент может быть не быть гастролей, там нет записи, там этого, там еще чего-то, да вообще может не быть никакой работы, и сидишь там вообще вот просто вот ничего. Вот как раз такое время, это самое лучшее время заниматься. Отлично.
Вот всегда надо использовать вот это время, когда ничего не происходит, для того, чтобы заниматься. Потому что потом, когда будет лучше, ты будешь готов. На коне, так скажем, да? Да, да. Скажи, Виктор, такая штука появилась, искусственный интеллект называется. Особенно в музыке сейчас она начала выскакивать. Наверное, все знают Суна, такую штуку. Твои мысли по этому поводу? Что ты думаешь? Ты знаешь, это, я думаю, что это будет развиваться, развиваться, развиваться. Это, я думаю, что совершенно нормально. Ничего страшного я в этом не вижу. Э, Это, знаешь, когда тогда CD-ROM появился, все были в ужасе. Как можно копировать музыку там? Вот, и производители проспали этот момент. И потом придумывали законы какие-то, там только одна копия, там еще что-то. Ну, бред полный. А, И все думали, что все, вся индустрия погибла. Ничего не погибло. Там первое время там было проблематично, потом все это выстроилось. Ну, тут Поэтому такой момент сейчас, интересный, просто как бы все идет к тому, что ты будешь слушать чей-то альбом новый и не будешь понимать, там играет кто-то или это вообще не сыграно. ну, да, восприятие музыки будет меняться, потому что я думаю, что перенасыщение произошло. То есть, честно говоря, в последнее время было столько музыки выплеснуто, которую я совершенно слушать не хочу. Там просто все эти стриминги, download, там просто все, кто умел гитару держать, начали писать, Самое выкладывать все страшное, что это. не только гитару. Да, там просто зашкал был информации, которые просто компании одурели от количества новых групп, и все это на ужасном уровне. И вообще я просто, у меня было время, я перестал слушать новую музыку, потому что 90% из того, что появлялось, был полный бред. Вот. И я думаю, что сейчас то же самое, когда просто вот появляется что-то непонятное, будет перенасыщение всего этого, и публика разделится просто на тех, кому совершенно наплевать, кто это делает и как. Вот что-то, шум какой-то идет, что-то вроде нормально звучит, пусть звучит. Вот. А остальные будут все-таки, наверное, плотнее интересоваться, а кто это и что это. И, может быть, даже в этом есть плюс, если народ начнет больше интересоваться, а кто все-таки играет, то наконец-то вернемся мы к тому времени, когда мы на самом деле интересовали, а кто это сыграл соло классное такое, а кто это спел так, а что за сбивка такая на барабане, кто это за барабанщик. Мы раньше все это вычитывали, смотрели, а потом настало время, когда никто уже не знал вообще, кто там на гитаре играет в этой группе, совершенно все равно там очередной хит. И сейчас тоже такое поколение. Сейчас народ уже никто не знает, кто играет, что за музыка, что за песня. И вот в связи с всей этой искусственной интеллигенцией, может быть, вернется как раз вот то направление, когда народ будет То есть, интересоваться, а когда кто ему это это все. все надоест, и он решит все-таки что-то к живому чему-то вернуться, да? Убрать эту Да, да, синтетику. я не вижу ничего страшного в этом. Ты знаешь, я тоже думал, что у меня студийная работа там провалится, что оркестры все будут сами делать там и все, и мой оркестр не понадобится. В начале года был такой рывок, и честно скажу, что вот к концу года все вернулось. Ты Вот. говоришь, вот твой Потому что оркестр, плюс, ты имеешь в виду Минский оркестр, да? да, да, да. То есть ты его Вот. экспроприировал все-таки, да? Да-да-да, все идет очень хорошо. Ребята пишут, студия работает, очень много заказов, все здорово. Вот. И тут еще помогает что? То, что сейчас очень много судебных процессов идет. То, что со всеми этими интеллигенцией, всей этой искусственной сейчас большие споры, что можно использовать, что нельзя, и как использовать. И
Тут большие скандалы, тут большие разборки, и некоторые уже задним числом запретили. То есть ты YouTube. считаешь, что искусственный интеллект музыку не убьет, и лента Инстаграма музыку тоже не убьет, и люди все-таки будут продолжать И слушать? изменит. Это, знаешь, это все меняется, к сожалению. Мы всегда говорим, что раньше было лучше. На самом деле, просто мы вспоминаем все хорошее, да. Вот, поэтому и раньше было дерьма много. Я думаю, что все это новое, конечно, все эти GPT-чат и все остальное, там, ChatGPT и все эти новые программы, они все будут расти, умнеть, помогать, и просто нужно учиться ими пользоваться, да. Вот. Меня просто смущает То, тот что факт, что современные песни, там, я вот видел, сам что-то пытался заходить, просто проверить, как это работает. И, в принципе, несколько ужасает тот факт, что оно делает не хуже, чем среднестатистический какой-то там создатель музыки. То есть оно плюс-минус идентично. То есть массовый да, слушатель, я уверен, не отличит. а, да, но это может быть, это может сработать в другую сторону. Допустим, э, плохой уровень музыкальный просто может Умереть. умереть. Что положительно повлияет на качество хорошей продукции. То есть отсеется весь детский сад. Как вариант. И, и люди просто, те, кто могут на самом деле хорошо вживую писать, вживую работать, играть концерты, когда понятно, что это живые музыканты, и они будут производить свою музыку. Я думаю, что у них, наоборот, может быть, добавится успеха, потому что все это болото пропадет, и хорошее все-таки останется. Оно всегда остается. Вот, то есть профессионализм, его сложно убить. То есть все равно какая-то отслойка, какая-то группа фенов всегда останется любить качество. Вот, поэтому ты знаешь, оно конкуренцию сделает настолько жесткой, что просто многие, наверное, загнутся. И может это даже и не так уж плохо. Виктор, такая, наверное, будем понемножку закругляться, время у нас лимитировано. Скажи, вот у меня в детстве такая история была, мне 7 лет было, брат притащил домой акустику, старую такую семиструнку переделаю под шестиструнку, я на ней быстренько научился играть, там через 2 недели лучше начал играть, чем брат, но так вышло, что он эту гитару разбил, и от нее осталась только там нижняя дека и гриф. И я, короче, взял эту нижнюю деку, приложил к фанере, обвел, вырезал, нарезал штакетникой, таким заборчиком сделал обечайку, это все сбил гвоздями, прикрутил гриф и продолжал играть. То есть я был расстроен, но мне настолько хотелось играть на гитаре, что это меня не остановило. То есть вот этот запал, который ты в детстве получил, и он, в принципе, сквозь всю жизнь потом с тобой продолжает, сквозит, да. У тебя, возможно, что-то такое в детстве, скорее всего, точно уверен, было. Дай совет начинающим людям с горящими глазами, там, детям, подросткам, взрослым, кто тратит свое время на свободные часы на гитару, кто болеет этим, кто этим горит, кто хочет развиваться в этом направлении. У меня было то же самое, я вначале тоже очень много там экспериментировал, потому что тоже практически ничего не было, и там ездил в аэропорт там за антенной, потому что это была первая струна. Вот. И это было очень интересно, что-то искать такое, потому что как бы вот этого не было, да, всегда. То есть какие-то такие проблемы, они всегда подталкивали на что-то, да. Я даже помню, когда
на эстрадном отделении я учился, и все там были такие крутые какие-то джазмены, и всегда очень плохо отзывались о роке. Меня это, наоборот, так... Чего они так против рока? Там надо посмотреть. Непорядок, да? Да, они меня, наоборот, подталкивали еще больше заинтересоваться роком, почему они так против него все. Вот. И мне всегда очень нравилось, я практически один тогда выходил, как какой-то рокер на экзаменах играть что-то такое роковое специально, так чуть-чуть, знаешь, им Позлить. всем. Да, то есть тут самое главное, я думаю, что подталкивает во все времена, что сейчас, что раньше, потому что сейчас, конечно, все есть, да, огромное количество педалек, всех этих игрушек, там, эффектов, там можно потратить огромные деньги там на все эти новые усилители, там, цифровые, ламповые, это, гитары такие-то, все, что хочешь, все есть. И, естественно, возможностей появляется больше, и программы компьютерные, где там все эти Cubase, все можно самому уже писать, сочинять, все. Я думаю, что самое важное — найти правильный круг общения. Потому что есть у тебя много или у тебя нет ничего, самая главная энергия это идет от общения. Когда ты нашел круг музыкантов, и вы говорите о чем-то одном, у вас какие-то общие интересы, вам интересно слушать что-то, обсуждать, встречаться. То есть вот такой какой-то фэн-клуб сделать по интересу. И вот это самый главный толчок. То есть вот сидеть одному дома перед компьютером, все эти ютубовские, все эти ходы снимать, это быстро надоедает, и энергия уходит. Вот, то есть самое главное вот именно найти правильный круг общения, чтобы заряжать друг друга энергией. И есть там огромное количество приборов или нет, это не самое главное. На любом уровне можно что-то сделать интересное. На любом уровне. У тебя прекрасная студия или у тебя там обычная какая-то там Helix какой-то, где ты с лупером можешь что-то делать. Совершенно все равно. Самое главное вот это поймать эту энергию правильно, тебе интересно это или нет. И чтобы тебя кто-то заряжал каким-то новым проектом, да, что-то интересное рассказывал, чтобы заинтересовывал. Это вот почему многие ученики занимаются, а некоторые нет. Зависит от учителя. Если учитель тебя заряжает чем-то интересным, вот тебе что-то интересно рассказывает, подсказывает, тебе вокруг рассказывает все о музыке, и о каких-то концертах, и может даже и сводит на концерт, и объяснит, и расскажет, и почему так, или просто обсудить какую-то запись. Вот это вот этот интерес, поддерживать интерес к музыке. Совершенно все равно на какой гитаре, на дорогой или на дешевой, на крутом аппарате или нет. Там играть в клубах, где 20 человек, или на стадионе 20 тысяч. Совершенно все равно. Самое главное это поддерживать этот огонек. Огонек поддерживать самому очень сложно. Общение, правильное общение. Поэтому я стараюсь вот даже с своими учениками, иногда мы даже не играем. Иногда мы просто кого-то слушаем и обсуждаем. Мы говорим о каких-то темах там. То есть какое-то правильное общение, оно дает правильную энергию. А с этой энергией ты потом можешь многое сделать. Да? То есть техника и просто вот пулеметы все эти, кто быстрее, это не самое главное. Ты в Да, любом это... случае столкнешься с тем, что нужно делать музыку, а техника это вообще не всегда про музыку.
Да, а музыка это какие-то эмоции, да, это какая-то агрессия, да, то есть вот меня спрашивали, вот почему там ты уперся там в рок, а не пошел, допустим, в джаз или в классику или еще куда-нибудь. Именно вот эта энергия, я понял, что это моя энергия, это вот мне нравится эта атмосфера, да, то есть мне нравятся спокойные композиции, мне нравятся совершенно разные, и какие-то фанковские, и это, но общая энергия, вот эта вот общая роковая агрессия металлическая, это очень классно. На сцене эта энергия, другой стиль сравниться не может с этой энергией. Вот, но нужно научиться чувствовать, переживать, быть эмоциональным. Живым Да, то есть человеком, короче. да, знаешь, когда у меня там ученик там говорит, слушай, я слушал там одну темку, блин, и заплакал, аж стыдно стало. Я говорю, что тебе стыдно стало? Молодец, клево, пробило. Совершенно правильно, это наоборот говорит, что у человека есть эмоции, его это затрагивает, там, да, или кто-то начинает наоборот беситься, как сумасшедший, там, или еще что-то там, какая-то такая здоровая агрессия, там, да, не обязательно там кому-то после прослушивания Мишуги там набить морду, совершенно нет. Но когда это эмоционально, это здорово, да, то есть музыку нужно ощущать. Извини, все-таки задам еще один вопрос. Эм, Ты так начал интересно рассказывать, что я так вспомнил одну историю из детства, как я влюбился в электрогитару. Я просто вспомнил этот момент, именно конкретно момент. Наверное, это тоже было с Новым годом связано, но не уверен, потому что все-таки холодно. И, короче, была группа на улице, выступала у нас местная, там, в маленьком городке, там, кавер-бенд какой-то там. Клавиши, электрогитара, куча вокала и, наверное, барабаны там тоже с клавишей запускались. И там песни игрались а там у Светки Соколовой день рождения, там, не знаю, что еще там могло играться. Ну, все тогдашние хиты. Но когда чувак начал играть соло на этой электрогитаре, мне тоже 7 лет, я это вижу вот этими глазами. Я не знаю, что произошло, но я просто подумал, что ничего себе, я в жизни ничего более крутого не слышал. Там чувак уверен играл вообще, явно не Ингри Мальмсен был, да? Но это настолько меня поразило, мой детский мозг, что заразило на всю жизнь. Ты Правильно. помнишь, как у тебя это произошло? Ты знаешь, я думаю, что много таких было каких-то. Одного момента не было, много разных совершенно. Кстати, и классических там, я классических там исполнителей слушал, некоторые были просто на таком уровне, с такой энергией, я просто офигевал. Но когда я присутствовал на репетициях песняров, еще до того, как мы вместе там начали студию песняров делать, играть совместные концерты, я приходил на репетиции, там Сашка Ростопчин, гитарист был тогда, он потом уехал в Америку. Это были все, скажем так, ребята такие очень эмоциональные, очень мощные. Сашка вообще рокер был серьезный такой. Ну вот, он там выходил тогда со своим бисеричи, таким рогатым, все вообще там пугались, что это такое. И вот эта вот энергия, которая там на концертах была, и энергия того же Млявина, и То есть все-таки это ты вот это увидел общение. вживую, а не где-то по Да, я телевизору, да? тогда ходил в филармонию, там у отца, допустим, была там какая-то репетиция филармонии, у Песняров была студия тоже в филармонии. И он меня просто туда, малого, туда отводил, я у них на репетиции сидел, там смотрел на это все. Шкет такой там между усилителей. Вот, и, конечно, это был уровень вообще, вообще Песняры это был сильнейший уровень в Да. Белоруссии тогда. И вот это вот вся эта энергия, этот процесс, как это вот все репетировалось, сочинялось, когда там идеи. Вот это вот меня, наверное, это даже больше всего зацепило в детстве. Как из какой-то мелодии вообще, какой-то вообще 5 нот,
потом вырастало вот это вот все Что-то большое, да? произведение. Да, и то же самое я у отца слышал, когда отец дома там какую-то наигрывал мелодию, и потом я приходил на репетицию филармонию оркестра, и из этой мелодии, которую я точно запомнил, как она первый раз вообще дома прозвучала, из этой мелодии вырастала какая-то огромная симфония. Это было вообще для меня Ну, тут такой надо школой. И то добавить, же что самое звучание симфонического оркестра вживую, оно в целом такое впечатление производит, ё-моё. То есть, когда это да, особенно... Я просто помню, когда я впервые увидел не симфонический, а просто духовой оркестр, уже в колледж поступил, и я впервые это вживую увидел, я просто офигел. И да, это я был тогда школьный еще, оркестр. Ой, ну, ученический и я еще, колледжский. меня еще как бы там особо никто не трогал, там, и я ходил, помню еще на репетиции, между всеми этими оркестрантами сидел, там, смотрел, там, как там на скрипке, на кларнете там кто-то играет, сидел, так что-то все это рассматривал. И вот потихоньку врубался, как это начинает стыковаться, почему это звучит с этим, почему это с этим. И то же самое на репетиции у Песняров, когда я там Сашка Белов там на барабанах какой-то грув начинал играть, там басист за ним, там Мулявин начинал что-то подпевать, там и какую-то идею приносил на рояле, играл, там клавишник сразу, аранжировку там. Эм, я был просто настолько вот, ну, заразился вот этим, как из какой-то такой вот мелкой мелодии, как это вот все строится, этот домик. И поэтому я очень рано начал сочинять что-то. Причем там, ну, все это очень-очень-очень просто было, но мне процесс вот сочинения очень понравился. И от этого, наверное, и вот самая такая энергия у меня и пошла, да. Мне хотелось сочинять песни, и я это все прописывал практически все сам дома, да, там на бобинах, что-то там переставлял, 2 кассетника со входом. Такой старенький шарпик был, там можно было кассеты переставлять и там постоянно что-то дописывать с ужасным качеством там через 4 раза. Но я все прописывал, все там учился, и барабаны там какие-то настукивал, там и на гитарах все эти аранжировки сам делал. Я думаю, что вообще моим родителям, наверное, не просто было, потому что там из моей комнаты такое доносилось. Эм, и все очень так не тихо. Я так Да, сразу. 50-ваттный маршал самодельный звучал, ё-моё. У меня соседи все с ума сходили тоже, хоть я и в частном доме жил. Но вот этот процесс именно сочинения, я думаю, что это для меня было вот самое, наверное, такое прекрасное открытие, да, вот это как это все это разрастается, продюсерство. Поэтому мне и потом было очень интересно именно вот микшировать, продюсерством заниматься, и а как тут добавить, а как это все разрастается, это очень интересно. Да. Отлично. Творческий процесс просто, да, это очень важно. Поэтому я всегда всем говорю, пытайтесь что-то сочинять. Даже если это не очень получается, все равно этот процесс очень интересный, да, и он развивает очень сильно, потому что на своих ошибках учишься лучше всего. Когда ты что-то придумал, сочинил, и оно почему-то не звучит, или наоборот зазвучало, вот так, да, вот так хорошо, вот так. Вот. И даже если кавера какие-то там снимаешь, делаешь, никогда не играть просто тупо одно и то же. Вот этот кавер это в этом варианте оригинальном. Берешь с этого сразу что-то свое делаешь, что-то перекручиваешь медленнее, быстрее, в другой тональности, все, чтобы в голове откладывалось. Подскажи, может, помнишь, кстати, вот по поводу впечатления первого? Ну, все-таки вот у тебя было в довольно юном возрасте возможность услышать симфонический оркестр. И когда ты услышал, например, ну, тех же Песняров там или какой-то другой коллектив, я не знаю, как это было, впечатление, какое на тебя больше произвело? Вот это симфонический оркестр или звучание электронной музыки? На меня сразу именно драйв задел. То есть Джиги-джиги, гитарный да? драйв. Да, это для меня так подействовало, что просто вот
это все, это была моя энергия, когда, э, я помню, там первая гитара, которую я со школы взял, там ужасная какая-то Eterna Deluxe 2, которая просто с весом 20 килограмм, там невозможно было с ней сидеть, нога отнималась. Ну и когда там я воткнул это все в какой-то вермоновский усилитель, и там и тут же там на полное искажение, чтобы только какой-то драйв получить, и просто эту квинту там, и как же это вибрирует. Да, я понял все. Я помню это впечатление, у меня была акустика, я делал какой-то звукосниматель где-то нашел с какой-то электрогитарой. Я провода подключал к головке магнитофона, и получался тоже этот перегруз. И вот это желание сделать вот это джиги-джиги первое, это, да, ни с чем не спутаешь. Да, это вот, поэтому вот многим тоже я говорю, когда они начинают там приходить на уроки с какими-то маленькими цифровыми педальками там, и там что-то такое играть. Я говорю, ну, блин, ну ты не поймаешь кайф от этого звука. Ты не поймешь, как гитара звучит, потому что вот это влияние именно крепкого такого правильного звука, это очень большое, это очень важно. Именно кайфануть от звука. Не 300 пресетов, которые там можно переключить, а просто вот взять квинту, кварту, сыграть обычный какой-то там Judas Priest простой риф и просто кайфануть от звука, да, вот. И от этого потом появляется и правильное звукоизвлечение, правильное ощущение звука чистого, да, как заглушать, не заглушать, и как высекать этот звук, да, то есть, поэтому ничего против не имею всех этих новых там цифровых эффектов, но на начальной стадии они очень сильно Нельзя учиться на процессоре. Абсолютно. мешают Я всем правильно своим ученикам тоже прочувствовать об этом звук. говорю, что на процессоре То учиться есть нельзя. обязательно, если есть возможность, всем пробовать наиграть на живых усилителях, на хорошем, правильном звуке, чтобы понять вообще, о чем речь. Я забыл один вопрос задать, но это с целью просто прорекламировать твое видео на твоем канале. Оно называется «Советы начинающим гитаристам и не только». Ребята, всем смотреть эти видео, там просто куча полезной информации. Они длинные, но там именно для новичков и не только для новичков, реально там будет очень много полезной информации. И я советую всем Да, зайти на канал Виктора и посмотреть это видео. Там серия видео с таким названием. да, там на самом деле это такое совершенно свободное общение, которое, скажем так, не готовилось, не планировалось. Это просто чисто по вопросам я отвечал и сидел с гитарой и играл. Потом меня некоторые спрашивали, как ты там так долго там сидишь, играешь что-то и сложные вещи показываешь, и все это лайв. А если облажаешься? Как раз в этом и кайф есть. Не надо бояться ничего. Там спокойно, спокойно. Это все живое. И можно не попасть, и можно ошибиться. Ничего страшного. Не надо бояться, не надо бояться живого исполнения. И на концертах все могут промазать. Ничего страшного в этом нет. Получается удовольствие просто, да. И вот как раз эти длинные видео, они вот именно в очень свободном режиме таком, общения, из очень много советов там вот, полезных. И многие мои ученики пересматривают опять и опять и опять, потому что много информации, трудно запомнить. И иногда проскакивает информация, которая иногда звучит очень просто и особо так всерьез не воспринимается, а потом они понимают, оказывается, это было важно. Вот. По Просто типу очень надо часто. заниматься или типа надо расслабить руки, да? Да, расслабить руки, там, туда обратить внимание, там обратить внимание, там. То есть такие мелочи, которые очень полезны, и их начинаешь понимать с опытом. То есть всегда стремление у таких молодых, азартных, там, быстрее, быстрее, быстрее научиться технике, что-то сложное сыграть, там, всех запугать.
это совсем не так, к сожалению. Ну, вот, то есть нельзя какие-то важные вещи перескакивать, потому что потом возвращаться болезненно. Самое страшное, что эти важные вещи, они звучат банально, и ты просто на них не обращаешь до какого-то времени внимания. То есть реально Да, это да. приходит только с опытом. Ну, если, я не знаю, возможно ли это понять, если просто хорошенько над этим задуматься. Ну, такой совет, как расслабить руки, да? Это, ну, Да, да, важнейшее в да. плане освоения инструмента знание. Но оно приходит вообще не сразу. Да, это важные вещи такие, которые просто вот всегда нужно воспринимать чуть-чуть как спорт. Разогреваться и остывать. Да, не выходить мокрым после концерта, курить на мороз. Это все плохо потом. Ну, думаю, на этом полезном замечании можно заканчивать наш интересный и длинный разговор. Надеюсь, это реально было интересно и полезно. Скажу сейчас страшные вещи. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Виктора. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы сбывались все мечты и, главное, мирного неба над головой. Виктор, спасибо, что нашел время. Это очень важно для меня и для моих подписчиков, наверное, надеюсь, тоже, что нашел время и согласился на это интервью. Спасибо за приглашение. Всех тоже с праздником, ребята. И я хочу пожелать вообще, скажем, всей нашей гитарной сцене побольше позитива. Не надо этих каких-то негативных комментариев, не надо никого там атаковать и критиковать. Попробуйте друг друга больше поддерживать, потому что эта позитивная энергия, она во-первых, всегда возвращается и поддерживает, просто перед тем, как критиковать, просто, может быть, пару хороших советов кому-то сделайте, это кому-то помогите, кто-то поможет вам. То есть сделать как, как оно было раньше. Вначале, я помню, когда только вот интернет зарождался, мы всегда там опытом делились, там, попробуй это, вот это клево, это попробуй там, а этого видел, вот он молодец, а этот. Вот так вот и надо развивать, и будет всем намного легче, да, то есть больше советов, меньше критики и здоровья, ребята, всем. Всем пока, до новых встреч.